Хината, я войду. Понял. Наверное, уже сбежал. А как же пропавшая девушка? Если ее похитили, я думаю, что она все еще может быть в доме. Войди через заднюю дверь. Я прослежу отсюда. Похоже, здесь кто-то еще есть. Эти следы недавние. Хината, уходи! Стой там! Или я стреляю! Где девушка? Эш, я нашел девушку, но она скончалась. Мы приехали слишком поздно. Тебе конец. Уф, на сегодня все. Завтра твой выходной. Эш, в чем проблема? Ты знаешь, мне нравится выполнять миссии, но... Но ты выполнила миссию, тот парень ликвидирован. Девушка должна быть живой прямо сейчас. Эш, ты идеально во всем, что делаешь. Ты так хорошо работаешь. Даже стала правой рукой главы полицейского участка. Ты даже форму можешь больше не носить. А подобное происходит каждый день в нашей жизни. Так что не расстраивайся, пойдем лучше выпьем. Просто чтобы было ясно, в следующий раз заплатишь. Пока. Сегодня было довольно утомительно. Но завтра я отдыхаю. Мэм, мы попробовали все. Он не хочет разговаривать по нашим методам. Что нам делать? Есть только один человек, которому я доверю иметь дело с ним. Конечно, Эш. Что нам делать? Знаешь кого-то здесь, кто способен иметь дело с кем-то вроде него? Нет, мэм. Я уверена, что она не откажет в этой услуге. Ей нравятся подобные дела. Позвони ей завтра утром. Как хорошо, что у меня 3 дня отдыха. Когда я дома, все так спокойно. Ничего интересного не происходит, ничего, кроме скуки. Ну, я лучше пойду спать. Сообщение Дэна. Он пишет, что мисс Кёка хочет, чтобы я вышла на работу. Эй, ну почему так? Короче, я хочу, чтобы ты была здесь через 30 минут. Мы недавно разузнали о парне. Он слишком много работает. И знаешь, он, как бы это сказать... Я объясню лучше, когда ты приедешь. Похоже, сегодня будет еще один интересный день. Ледяйка? Эш, ты сильно изменилась. Мне сказали, что ты звезда этого места. Почему это? Последний раз, когда мы видели друг друга, тебе было... Сколько тебе сейчас? 21? Ну что, леди Кёка меня ждет. Моей сестры пока нет. Попросила передать тебе с Дэном о вашем новом задании. Большое спасибо, Айка. Я не понял. У тебя же выходные. Но ты же знаешь меня. Доброе утро. Дэн ждет тебя. Говоря об этом, ты не знаешь, где он? Кажется, я видела его с Акэми. Спасибо. Я люблю этот ее трудолюбивый образ. Мы давно ее знаем и знаем, что ее личность меняется на работе. Ага, она относится к этому очень серьезно. Эш, Дэн ждет тебя. Тебе предстоит путь в тюрьму. Заключенного забрали туда. Отец тебе все объяснит. Спасибо большое, Кими. Хорошей работы. Как видишь, этот парень проблема. Кража, мошенничество, поджоги и многое другое. Килсон, 24 года. Сирота 6 лет, сбежал из детского дома в 16. И пошел по наклонной. Было 543 жертвы и 6 арестов. Не зря его поместили в тюрьму строгого режима. Мы хотим знать, где его товар. Что бы мы ни делали, он не говорит. А нам нужно знать все. Я разберусь с этим. И предупреждаю, очень нахальный. И тогда вы знаете, что я знаю, как общаться с такими людьми. Я жду Казуки. Я прошу тебя быть осторожнее, хорошо?
Джей, ты знаешь, с кем разговариваешь. Ты не теряешь хватку. Я никого сюда не звал, поэтому уходи. Меня зовут Эш. Я выполняю роль полицейского и детектива. Это, конечно, мило, но кто сказал, что мне это интересно? Я ничего не скажу. Иди отсюда. Просто выйди, и дверь закрой с той стороны. Милок, что из моих слов тебе непонятно? Что ты, да что с тобой не так? Воу, неужели ты никогда в жизни не целовалась? Это твой первый раз? Надо было тогда сказать, что ты такая невинная. У вас там все хорошо? А у тебя сильный удар. Это первый раз, когда женщина может ударить меня. Где находятся товары и твои партнеры? Ты не сможешь долго скрывать от меня правду. Во-первых, я делаю все в одиночку. Второе, большая часть моих товаров находится в Мексике. Я теряю терпение. Я лучше пойду. Мэм, он невыносим. Я не могу использовать насилие. К сожалению, суд не разрешает этого. Потому что они считают его невиновным. После его прекрасной истории. Я понимаю это. Я забыла тебе сказать, что он использовал. Ему нужно находиться под постоянным наблюдением, пока мы не сможем что-то получить от него. Он не должен пострадать. Сколько дней мне нужно приходить сюда? Эш, он останется у тебя дома. В смысле? В смысле у меня дома? Не волнуйся, пристегни его и все. Выпускай его только по физиологическим потребностям. Твой дом повышенной безопасности, он не сбежит. И сделай все возможное, чтобы он открыл рот. Я доверяю тебе, действуй. Так что он останется у тебя дома, к сожалению. Почему не отказалась? Ты видел, как я отказывалась от чего-то? Я хороша в том, что делаю. Я не провалила ни одной задачи, поэтому это пустяк. И я завершу миссию. Но как тогда твои другие миссии? Я буду слишком занята с ним. Но я смогу справиться со всем этим. А то, что не успею, оставлю на вас. Я сомневаюсь, что ты не справишься. Дерьмо. Опять ты. Мой фанат номер один. Но сколько раз я должен сказать «нет»? Поворачивайся ко мне спиной, милок. Лучше бы тебе, конечно, остаться с ним здесь. Помни, будь осторожна с этим парнем. И если он даст повод, можешь применить насилие. Ну чего ты, Дэн? Мне будет очень даже приятно. Пошли. Буду держать на связи. Почему ты изменился в лице? У него был взгляд, как будто он что-то замышляет. Откуда ты знаешь? Я хорошо разбираюсь в таких вещах. Чего тебе? Ты не мой типаж. Ага, ты серьезно? И кто же твой типаж? Все, кроме тебя. Ты тоже не в моем вкусе. И кто же у тебя тот голубоглазый полицейский? Это не твоего ума дело. Да угадаю. Кроме меня? Точно. Тебе определенно не повезло. Теперь моя очередь издеваться. Тебе интересно узнать, что это такое? Это ударный ошейник. Использую для дрессировки или пыток. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Будешь слушаться, иначе ты будешь испытывать боль. Да этому не бывать, нет. Вот так. Он был разработан мной, для всей команды, что делает нашу жизнь и работу легче. Тебе понравилось? В любом случае, тебе не сбежать.
Потому что помимо этой игрушки, мой дом повышенной безопасности. Камеры, замки, пароли, сигналы тревоги. Я проведу ночь, наблюдая за тобой. Не недооценивай меня. Вы тоже детектив? Доброе утро, принцесса. Как тебе удалось снять наручники? Я все еще здесь. Но, к вашему сведению, у меня была одна твоя заколка. Я спрятал ее и притворился спящим, пока ты не уснешь. А потом я снял наручники и попытался убежать. Но твой ошейник активировался в тот момент, когда я попытался пройти через дверь. Сохраняй спокойствие, детектив, я не могу никуда уйти. Пока что. Я приму душ, а потом вернусь, чтобы поговорить. Протестую, ты вернешься и отведешь меня в ванную. Это женщина. Эш взяла Казуки? Да, мэм. Думаете, у нее все получится только на основе разговора? Конечно, нет. Пусть она работает по-своему. Пробуешь соблазнить меня? Дурочка. Не волнуйся, давай поговорим по-другому. Так и говоришь. Так что я тоже хочу попробовать. О, Хината, ты можешь пойти к Эш домой и проверить, все ли в порядке? Она сказала, что будет звонить по телефону, но не звонит. Да, я могу. Мы с Эш отвечали за допросы. Она прекрасный лидер. Но я занят сегодня. Я один на деле. О, не волнуйся. Агент Юрий из другой компании отвезет тебя. Все будет хорошо. Я буду благодарен. Это сложное дело заставило меня поднапрячься. Ты отличный друг. Я пойду. Увидимся. Я что-то чувствую к нему. Я ни на кого не работаю, но ты боролась очень хорошо, детектив. Я дам тебе 3 минуты, чтобы принять душ. Потом я войду. Понял меня? Я понял, детка. Лучше будь осторожен в том, что делаешь и говоришь, а иначе ты знаешь. Ужас. Чтобы ты понимал мою ситуацию, я в первый раз плохо справляюсь с делом. Я уже использовала все свои трюки и методы. Манипуляция, угрозы, даже насилие и шок. Даже ошейник? Это должно быть больно, но он не работает на него. Но я поняла, что он не любит скучать и ненавидит давление. Нервный. Это пытка для него. Я поняла это за такое короткое время. Раскусила его. Я перестану наблюдать за ним и позволю ему выйти из подвала. А это не опасно? Нет, потому что он не пройдет через входную дверь. Понятно. Психологическое давление. Он разозлится, зная, что не может убежать. Будет недоволен моим присутствием. И ему надоест оставаться здесь со мной. И тогда он заговорит. Ты необычайно умная. У тебя есть запасной план? Или решение? Да, я не могу недооценивать его и его способности. Кстати, Дэн очень переживает за тебя. Он тебе случайно не нравится? Я и этот зануда? Издеваешься? Нет, конечно. Как минимум, потому что он сумасшедший. Подруга, все хорошо. До завтра на работе. Может остаться шрам. Она случайно не сумасшедшая? Она должна быть арестована. Желательно в дурку ее. Опа-опа. Ты очень возбужден, детектив. Почему задержался в душе? Мне нужна одежда. Я не буду носить тюремную. По-моему, у меня есть кое-какие мужские шмотки. И так как ты пока останешься со мной, тебе нельзя носить тюремную одежду на улице.
Думаю, все же лучше сходить в магазин и что-то купить. Не думай, что сможешь сбежать. Потому что на тебе ошейник, умник. Ты мой щенок. Это единственный наряд, который у тебя есть. Что ты смеешься? Это твой стиль, тебе так не кажется? Ты шутишь, что ли? Давай, иди уже, пока я не потерял терпение. Твой парень идет. Он не мой парень. Я выбрал эту модель. Все будет готово через 2 минуты. Ты потеряла дар речи? Любуйся мной. Если будешь так смотреть на меня, я сделаю то, что ты не захочешь знать. Бред не неси, собака! Тупой пес! Подожди, Эши. Видимо, мы снова встретились. Прям предугадал твое появление. Моя любовь. Я вижу, тебе все еще сильно нужно поработать над своим телом. Ты никогда не исправишься. Вот почему я бросил тебя, ты бесполезна. Я уверен, что тебе нужны очки. Надеюсь, ты говорил это в шутку. Потому что я еле сдерживаюсь, чтобы не навалять тебе. Эй, а ну хватит! Пошли. Казуки, ты не должен был делать этого! Подожди, я тебя не понимаю. Ты лучший и самый радикальный детектив, который держит всех в страхе. Кроме меня, конечно. И ты так расстроилась из-за того парня? Ты не понимаешь. Ты права. Не понимаю. Как такая красотка думает, что у нее что-то не так? Если бы ты знала мои фантазии о тебе. Я уже пытался убежать. Через все двери и окна в этом доме. Эта женщина не такая, как все. Что ты хочешь, а, детектив? На кого ты работаешь? О чем ты? Где остался товар? А, черт! Прекрати, хватит! Я не твоя игрушка. Думаешь, я сделаю все, что ты хочешь? Только потому, что на мне этот дурацкий ошейник? Ох, детектив, вы ошибаетесь. Я буду очень занята работой с другими делами. Так что не мешай. Доброе утро, Джей. Доброе утро, ты пришла выполнить задание? Да, вернулась к работе. Твои документы лежат на столе. Спасибо. Ты сегодня очень странная. Это даже не похоже на тебя. Прости, я сделал тебе вчера больно, детектив. Но ты отнимаешь у меня терпение. Перестань настаивать на том, чтобы я выдал тебе информацию. Перестань быть такой привлекательной. У меня много дел, не трать моё время. Если передумаешь, дай знать. Тебя зовут Кай, я права? Да. Ты еще учишься? Ты не думаешь, что ты слишком маленький, чтобы быть здесь? В возрасте этого пацана я перепрыгивал школьную стену. Я была бы признательна, если бы ты меня не перебивал. Что ты и твои друзья делали в том доме? Мисс, клянусь, я не виноват. Я не спрашивала этого. Что вы там делали? Вы хотели напугать, угрожать или забрать чью-то жизнь? Этот старик перенес сердечный приступ после вашей выходки. Вы бросили петарду в его дом. Весь дом загорелся. Но да, ценностей в доме уже не было. Точнее сказать, их украли. Несколько подростков вломились в этот дом, но поймали только одного. Этот старик недавно чуть не умер в больнице. Если ты не расскажешь мне всю правду и не скажешь, кто был с тобой, я вынуждена буду арестовать тебя. Хорошо, я все расскажу. Мы с друзьями слышали, что там никто не жил. Поэтому поздно ночью мы хотели напугать весь район взрывом. Поэтому мы бросили это в дом.
Мы не знали, что там кто-то жил. И, боже, мы не знали, что дом загорится. Я сказал им, что это очень опасно, что нужно уходить, и приехала полиция. Ваши шутки поставили под угрозу жизнь человека. Где Марк и другие? В доме у Эвана. Дом номер 80. Находится за мостом. Я пойду туда и направлю предупреждение за хулиганство. Ложь поверх вранья. Ты манипулировал сыщиком, но она тоже манипулировала тобой. Ты не говорил правды от страха. Простите, я не могу сказать тем самым предать друзей. Казуки, что ты делаешь? Марк все рассказал нам. Он возложил всю вину на тебя. Марк никогда бы так не поступил. Это ложь. А ты думаешь, по какой причине только ты здесь, пацан? Марк предал тебя и сказал, что это ты все сделал. Кто из вас говорит правду, а? Марк заставил меня это сделать. Угрожал мне пистолетом. У этого джентльмена в доме было много денег и драгоценностей. Марк хотел все это забрать. Поэтому мы вторглись в дом, но он проснулся. И Марк решил поджечь дом, чтобы он не был свидетелем. Марк хотел заполучить деньги из сейфа и послал за ними меня. Поэтому я отстал от них. Так ты жертва шантажа и делал все не по своей воле? Скажи ей, где они все. На городской свалке. Ты свободен, Кай. Нам нужно идти сейчас же. Оставайся тут. Крутяк, мы получили больше всех денег. А как же Кай? Он знает, как выпутаться, скоро он выйдет оттуда. Вот она, настоящая дружба. Тебе нужна помощь, кажется. Что такая красотка делает здесь одна? Я ищу правонарушителей, которые ворвались в дом старика и обокрали его. Ну вот. Я нашла их. Вы арестованы за кражу и покушение на убийство. Чёрт, кажись, уронила. Тебе плохо, Райан? Что это было? Похоже, ей плохо. Я расправлюсь с тобой. Думаешь, у тебя получится? Ты и остальные оказались в ловушке за ваше преступление. За то, что угрожал мальчику и заставил его играть в ваши игры. Мальчик, ты про Кайла? Не угрожал он ему. Он по своему желанию все это сделал. И Кай никогда не предаст нас. Вы скажете все, чтобы не оказаться в тюрьме. Спасибо за то, что ты сделал. Отказала мне в оружии, в конце концов, я должен был спасти тебя. Куда ты идешь? Я не могу убежать. Эй, подожди, мальчик. Уже попрощался с тюрьмой. Я ухожу, и как мой отец, уйду за хлебом и исчезну со всех радаров. Мы арестовали твоих друзей. Жаль, что они оказались такими. Ты не грустишь? Ни капельки. Зачем они носят одинаковую одежду? Мы хотели быть бандой или что-то типа такого, но разница в том, что они все носят одинаковую одежду. В ушах у них серебряные серьги. В каждой банде есть свой лидер. Твоя же одежда другого цвета. И серьги золотые. Мы оба понимаем, что это значит. Конечно, ведь я лидер. Отправил собственных друзей в тюрьму? В этой жизни я уже не попаду в рай. Сначала я пользуюсь, а потом выбрасываю. Вот так я играю с жизнями. Наконец-то сегодня был утомительный день. Еще раз спасибо. Я думала, ты собираешься причинить мне боль. Твой патруль все равно пойдет за мной. Я не хотел потерять тебя. Я не допущу этого. Почему ты не хочешь поладить? Ты преступник, один из моих подопечных. Ты моё задание. Ты же знаешь, что я ничего не расскажу. Так или иначе, тебя будут судить. Твой конец будет в тюрьме.
Давай заключим сделку. Я скажу вам все, что вы хотите узнать, но взамен тебе придется кое-что сделать для меня. И что ты хочешь? Хочу, чтобы ты позволила мне поладить с тобой. Прояви доверие ко мне, и я расскажу все. Это слишком много. Не соглашусь. Хочешь потерять пару очков? Детектив, который никогда не проигрывает. Вспомни, что ты говорила вначале. Что подумают об этом твои коллеги? Если бы не я, тебя бы даже здесь не было. Это впервые, когда я выгляжу такой слабой. Как ему удалось заставить меня? Ну ладно, но только до дня суда. И за 3 дня до суда ты мне все расскажешь. А если попытаешься сбежать, то сам знаешь. Эши, это слишком сложно для меня, мама. Деточка, твое тело недостаточно хорошее, тебе надо совершенствоваться. Но я больше не могу. Я уже сказала тебе. Стандарты. Так вот, как вы показываете уверенность. Я не могу позволить тебе там спать. Не говоря уже о том, что тебе негде прилечь. Да, я посплю с тобой без проблем. Спокойной ночи. Тихо. Ненавижу скучать. Хотя, жить с ней не так уж и плохо, если сравнивать с тем, кто зовется отцом. У них много общего. Он оставил меня в ловушке, и она такая же. Она делает мне больно, ничем не отличается от него. Но она меня манит. Зацепила меня за такое короткое время. Она не имеет себе равных. По сравнению со всеми другими, которые у меня были, я никогда не чувствовал себя так. Я в первый раз балдею от женщины. Без шуток, это так необычно. Шок она заставила меня чувствовать, затронула самые глубины моего сердца. О чем это я? Я думаю, мне нужно немного отдохнуть. Мам! В такое время, детектив. Все хорошо. Ты не хочешь поспать со мной? Ну, раз ты настаиваешь. Но если попробую что-то сделать, я с тобой расправлюсь. Грациозный указ. Спокойнее. Если планируешь упасть, предупреди меня. Я ослабла. Это эффект от лекарства. Она сказала мне не приближаться. Но кто знал, что она прилипнет ко мне? Но она держит меня так сильно. Твое тело приклеилось ко мне. Она боится. Она почувствует, если я убегу. Какое лекарство ты приняла? Что? Мы... Ну, теперь ты не сможешь отрицать. Или я скажу твоим коллегам, что мы сделали. Нет, пожалуйста. Блин, как до этого докатилась. Самое ужасное, что я ничего не помню. Хотя и не хотелось бы помнить. А если он сейчас будет шантажировать меня? Мне придется поддерживать отношения до суда. Ты же понимаешь, что я прикалываюсь над тобой? Ничего не было. Но если хочешь... Пошел ты! Лекарство, я должна была сходить на рынок вчера. Ты не против поесть вне дома? Мне без разницы. А, точно. Ты будешь есть то, что я захочу. Ты рассчитываешь на это? Нет, конечно. Давай, щеночек. О боже, что ты творишь? Ты опаздываешь. Я потеряла счет времени. Неудачница. Окей. А что, если он тебе ничего не скажет? Мы будем пинать его, пока он не упадет на землю. Хорошо. День суда приближается.
И он не будет молчать. Но до тех пор у меня есть много дел. У меня есть кое-какие новости. Ты охренеешь. Мы с Дэном встречаемся. После такой суеты наконец получилось. Честно, я в шоке. Но будьте счастливы. До свидания. Ты что делаешь? Эй, я не твой щенок. Поняла? До суда ты был и остаешься моим щенком. Мой щеночек. Два контрабандиста? Виновник всего этого шота? Но так как их двое, нам нужен детектив, чтобы их идентифицировать. Не могли бы вы оставить на меня, мэм? Он в аэропорту недалеко отсюда. Кого ты ищешь? По полученным сведениям, здесь, в аэропорту, две девушки, которые совершают незаконные действия. Если увидишь подозрительных девушек, дай мне знать, пожалуйста. Шота, подожди, я иду. Давай, Кузуки. Блин, куда он делся? Он сбежал. Я не могу бросить Шоту и миссию. Мне надо идти за ним. Я потерплю неудачу в этой миссии. Но моя главная миссия намного важнее. Друг друга не бросит. Вы мои замечательные. Не беспокойтесь о нем, скоро найдем. У нас есть главарь, и это главное. Вы очень хорошо работаете вместе. Я бы не справился без Эши. Конечно, моя дорогая никогда не подводит. Не нужно об этом напоминать, мисс Кёко. Что там насчет Кузуки? Извините, мэм. Но я провалила миссию. Я поймал ее. Я позволил ей сбежать, потом последовал за ней. Обнаружил сайт продаж и взломал систему. Производство находится в Канаде, на алюминиевом заводе. У меня есть данные покупателей и продавцов. Деталь. Многие из тех, кто покупает, продают через интернет и другие страны. Контрабанда поверх контрабанды. Прикольно. Никогда не доверяй красивым и горячим парням, которые платят. Стоп, а что это вообще значит? Хорошо, хорошо. Забуду и постараюсь убедить себя, что этого не произошло. Я не ожидала подобного, но спасибо. Завтра я хочу проснуться и притвориться слабоумной, думая, что все это фантазия. Ничего не скажешь. Я не думала, что ты сбежал. Но знаешь, из тебя получился бы отличный полицейский, думаешь? Через неделю. Эй, Кузуки, я сегодня не на дежурстве, хочу кое-что сделать. Что ты хочешь сделать со мной? Ты не меняешься, да? Просто ты скучная. Мне понравилась твоя симпатичная ночнушка. Если не замолчишь, я активирую ошейник. Ты не можешь заставить меня ничего делать, Кузуки. Продолжай так думать. О, боже! Пошли на карусели. Сколько тебе лет, 5? И у меня есть идея получше. Чёрт, я высоты боюсь! Эй, детектив, тут только ты и я сейчас. Кузуки, ты всего лишь моя работа, не более того. Забудь о своей работе, детектив. Ты уверена, что ничего не чувствуешь ко мне? Знаешь, все может быть. Я люблю тебя, ты знала это? Я всех очаровываю. Ты моя. Точно владелица своей собачки. Я нашел бутылек с лекарством в вещах. Где она? Для той, кто боится высоты,
Нет ничего лучше, чем сидеть на крыше дома, да, детектив? Это единственное место, где я не боюсь. Я понял. Я нашел несколько бутылок с лекарством у тебя в вещах. Для чего они? У тебя какая-то болезнь? Не совсем. Обещай никому не говорить. Из друзей у меня только ты, кому я скажу. Друг? Друг. Ну, когда мне было 17, моя мама была одержима мной и даже владела агентством, где я была звездой. Ясно. Меня всегда хвалили и восхищались. Они сказали, что я 8-е чудо света. Идеальные волосы, лицо и тело. Мама перед всеми хвалилась, что я красавица. Но за камерами, подальше от всех этих глаз, за кулисами моей жизни, все было по-другому. Мама пичкала меня лекарствами, которые сжигали весь жир. Иногда я ослушивалась и ела то, что хочу, и тогда... С детства мне говорили есть овощи и вода. Я была больна и принимала лекарства. Потом я стала терять сознание от слабости. Она нашла мне парня со своими взглядами. Тот парень потом ударил меня. Я прекратила общение и ушла из дома. Я училась, тренировалась, купила дом и стала полицейским. Но я не смогла отказаться от лекарств. Так как мое тело постоянно обсуждали, я начала верить, а сейчас... Я принимаю лекарства для того, чтобы в своих глазах выглядеть красиво и не загоняться. Перестань их слушать и начни слушать меня, потому что ты идеальный детектив. Ты привлекаешь меня с того момента, как только я увидел тебя. И я действительно никогда не чувствовала, что мое сердце билось так сильно из-за кого-то. Обычно женщины влюбляются в мои чары. У меня много было женщин. Но в первый раз такое без прикосновения, поцелуев и объятий. Я влюбился в тебя, в человека, который причинил мне физическую боль и отверг, у которого каменное сердце. Меня бросила мама, воспитывал меня отец. Но он был алкоголиком, и всякий раз, когда решал выпить, становился неадекватным. Он мог ударить меня или избить. Я стал жестоким, как он. Бил детей в школе, в которой учился. Вырос его копией с таким воспитанием. Я стал человеком, который не знает, что такое любовь. Я не участвовал в преступлении, детектив. Я здесь по ложной причине. Я отправился на прогулку с девушкой и наткнулся на парней, у которых было все это. Приехала полиция, и они сбежали, оставив нас и товары. У нас не было времени сбежать. Я отправил девушку, а сам остался. Когда полиция приблизилась, я прочитал все о товарах, куда отправлялся и кто получатель. У него не было партнеров. Товар был родом из Мексики. Так почему ты здесь, если ты не виновен? Ты думаешь, они поверят мне? Они думают, что у меня только часть, а часть у него. Его точно так же арестуют. У меня есть вся необходимая информация. Мы можем решить это в ближайшее время. Я сейчас ничего не скажу, только в суде. Если я скажу, меня раньше арестуют. А я хочу побыть с тобой побольше времени. Хорошо, тогда... Ты хороший в роли полицейского. Как насчет того, чтобы стать моим напарником после этого? Хорошо, но пообещай мне одну вещь. Больше не принимайте лекарства. Я обещаю. Прошло несколько дней. Они очень сблизились. Совсем неплохо. Готов? Человек, который сделал это, монстр. Я нашел подсказку. Тот, кто это сделал, уронил блокнот. Видимо, он изменил ей, и они разорвали отношения. Судя по всему, она нашла другого. И мы уже знаем, что произошло. Можете отдохнуть. Просто сообщите семье девушки, а я позабочусь об остальном. Увидимся позже. Я не знаю, что у вас, но на самом деле у вас сильная химия. Преступник и офицер полиции вместе? Рената, ты тоже читаешь книгу «Темный роман»? Узуки не такой, просто... День спустя. Ты сбегал от арестов по той же причине. Ты виновен только в случившемся с 2 полицейскими.
Все остальное на тебя просто повесили? Так и есть. Ты хочешь пойти сегодня в клуб? Там будет много людей. Кое-кто приглашает меня на свидание? Возможно. Какого хрена она так долго готовится? Чёрт, давай быстрее! Я ударю тебя шокером, если еще раз делаешь это. Я почти готова. На что ты смотришь? Вау, ты, оказывается, женщина. Ой, пойдем уже быстрее. Тут скучно. Этот клуб такой пустой? Ну, не совсем. Ладно, знаешь, я пойду выпью. Не начинай, вдруг что-то случится, а ты не вспомнишь. Я не ребенок. Что это вообще за вечеринка? Есть все напитки, кроме вина. Мне все равно. Между нами ничего нет. Простите, вы в порядке? Да. Хотите вина? Я хотела, но его нет. У меня вип-комната. Они принесут все, что мы захотим. Не хочешь выпить со мной? Почему бы и нет? Я думала, она пошла сюда. Куда делась детектив? Детектив! Поговорим позже, ладно? Я думал, ты правильная. Все бывает впервые. Я хочу уйти. Ну, пошли тогда, щеночек. Ой, я тебя не понимаю. Почему ты так напрягся? Потому что ты начала обниматься с незнакомцем. Я не должна перед тобой отчитываться, потому что ты делал то же самое. Но у меня была причина сделать это. Да и какая? Я тоже могу так сказать. Так что перестань вести себя как ребенок. Я ненавижу тот факт, что между нами ничего нет. Ты меня... Меня все это бесит. В основном твое отношение ко мне. Но это не дает тебе права быть с другим. Если тебе можно, то и мне можно. Ты моя, детектив. Я сделал это, потому что я хотел, чтобы ты обратила внимание. И у меня получилось. Можешь дать мне шанс? Один шанс для преступника. Все бывает впервые, щеночек. На следующий день. Узуки, твое заседание сегодня вечером. У нас уже есть адвокат для тебя, поэтому не волнуйся. Приговор будет минимальным. Ты мне не доверяешь, что ли? Что? Конечно, я тебе доверяю. Тогда убери эту чертову штуку с шеи. Если ты мне доверяешь, тогда сними. Но... Мы с тобой общались, гуляли. И даже раскрывали дела вместе, мы лежали в одной кровати. И ты все еще не доверяешь мне. Но я доверяю тебе. Ты не сможешь меня понять. Ты права, не смогу. И я не должен был доверять тебе. Первый раз я в кого-то влюбился. Но что такое любовь без доверия? Я пошел на улицу. Я сдамся и навру в процессе. Подожди, пожалуйста! Вот что я понял. Я бы никогда не причинил тебе вред. Узуки. Да иди ты, Аши. Ты никогда не называл меня по имени. У всего есть первый раз, да? В суде. Виновен. Не покидай меня. Эши, я проведу 3 года в западной тюрьме. Я буду ждать тебя. Пожалуйста, прости меня. Эши, это 3 года. Мне все равно. Когда я вернусь, я стану твоим парнем. А потом ты станешь моей женой. Я люблю тебя, детектив. Я тоже люблю тебя. Здесь так одиноко без тебя. Возвращайся скорее.
3 года спустя. Из меня получился горячий детектив, я прав? Ты смешной, Кузуки. Не говори так со своим женихом. Не называй по имени, только любимый. Это не меняет фактов, щенок. Это меня провоцирует. Так, 2 бездельника. У меня для вас новое дело. Вот и конец. Ну что, скажу, очень даже неплохой мини-фильм, хороший сюжет. Это необычный формат для канала, так как видео переведено и озвучено с португальского. Думаю, это необычно для русскоговорящего гача-туба. Нам будет интересно услышать ваше мнение по поводу озвучки.